Привет, друзья! Я подхожу сейчас к калитке, но это не просто так, потому что я решил узнать по поводу недвижимости все или почти все, и мне в этом помогли мои друзья, договорившись с другими друзьями. Очень все запутано, но мы решили по-серьезному разобраться. Так вот, могли договориться и встретиться с людьми, которые здесь уже давно приобрели недвижимость. И зовут, значит, Игорь и Лариса, что я знаю. И они здесь уже достаточно давно. Сейчас мы попробуем выяснить все вопросы. Да. Здравствуйте. Добрый день. Я Назар. Можно к вам подняться? Да, конечно. Ага. Заходите. Спасибо, иду. О, так вот. Вот это, насколько я понимаю, был Игорь, а супруга Лариса живут они вместе на 4-м этаже. И уже 9 лет как купили квартиру в Анталии, в Турции. И сейчас все те вопросы, которые мне задавали, я буду задавать и им. Если вам это видео будет полезным и интересным, сразу же пишите мне это в комментарии, и я буду продолжать выяснять по поводу недвижимости. Очень это злободневная тема, потому что многие приезжают в Анталию и ищут квартиру для снятия или для покупки. В основном сеты вот они вот такие вот. Ага, я, по-моему, промазал с этажом или нет? А нет, вот 20-я квартира. Ну, сейчас мы с вами все вместе узнаем. Итак, вроде бы есть звонок. Сейчас будем знакомиться. Как бы тоже переживаю, но уверен, что все получится. Потому что я вечно все путаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь? Игорь. Назар, очень приятно. Вот. Я с камеры, Лариса, да? О, вот, Назар, очень приятно. Я сразу с камеры, не пугайтесь, потому что, как мы договаривались через наших общих знакомых, я очень хотел для своих подписчиков узнать ответы на многие вопросы касаемо недвижимости. Пожалуйста. Да? Спасибо большое. Вот. Сейчас тогда зайдем. О, как тут у вас уютненько. Если можно, потом покажем, да, моим зрителям. Да, как пожалуйста, бы. Ага. У нас как раз конец отпуска, мы собираемся, хлопоты обычные, поэтому все, посадитесь. Я не помню, вы сегодня уезжаете или нет? Потому что мне сказали, чтобы я долго вас не задержу, что вы уезжаете. Через час у нас уже. Да вы что? Да вы что? Отпуска, счастливого отпуска. Хорошо, ну тогда сейчас я тут быстренько разложу свои технические игрушки, и мы продолжим. Водичка угостим. Да, спасибо. Ну вот я уже уютно расположился. Я думаю, что мне потом позволят посмотреть квартиру поближе, потому что подписчикам моим очень интересно, как вы тут устроились. И я, с вашего позволения, начну задать вопросы, что называется, не в бровь, а в глаз, потому что те, кто смотрит и кто интересуется недвижимостью, а именно благодаря этому вот здесь очутился, хотят побольше деталей, побольше цифр и всего остального. Поэтому, как мы договаривались, мы тут коротенько договорились, что я буду задавать честные вопросы и будете вы честно отвечать. Спасибо. Готово. Значит, На самом деле, извините, детали действительно очень важны. Детали, как вы сказали, они действительно очень важны в этих делах. Кому, как не вам, это знать, потому что 9 лет – это стаж. Да. Итак, вот, я подготовился. Те вопросы, которые мне задавали мои подписчики, я их скомпоновал, и вот у меня получился целый опросник. Итак, поехали. Почему вы выбрали для долговременного отдыха именно Анталию, а не какой-нибудь другой город, другую страну? Давай я поясню. С вашим позволения. На самом деле, к нашему как бы, возрасту, который мы имеем, мы уже не молодые ребята, под 60, уже 55. То есть мы за это время посетили много стран. Вот, и в Турции мы были в том числе. В Турции мы были в разных местах, в разных городах. Но вот Анталия, безусловно, нас привлекает своим расположением, своим очень комфортным инфраструктурой, расположением. То есть это, наверное, самый теплый город Турции, самый комфортный, потому что здесь и аэропорт близко, и все красивые места, и пляжи очень-очень шикарные. Они действительно нам понравились. Анталию мы поэтому выбрали в Турцию. Игорь, так, на скидку перечислите, в каких странах вы еще были, с чем вы сравнивали Турцию и Анталию? Ну, окей. А если море содержащими странами, которые с морями, это, конечно, Испания, это, конечно, Италия, это Майорка, если так вот, то же самое, Средиземное море, И даже Вьетнам, Таиланд. Да, ну то есть вот эти, там, где моря. Но, если честно, И то Мальдивы. уровень комфортности морей
ну, понятно, что Россия, Черное море, само собой. Так вот, уровень комфортности морей для себя, мы выбрали, что на первом месте это все же Анталийское побережье. Анталия, именно Средиземное море, и именно вот здесь. Не знаю почему. Это, возможно, связано с берегом, с мелкой галечкой, с чистотой воды. Здесь это трудно описуемо, но это просто комфортное море. Я-то вас понимаю, но надеюсь, что наши зрители тоже понимают, потому что я много раз выходил на берег, говорю, как же здесь кайфово, друзья. Но другими словами, я думаю, что многие прислушиваются и задумываются, что это не мое субъективное мнение. Спасибо большое. Да, и есть такая пословица, продолжение вашей мысли, что, как говорят, что если и есть рай на земле, то он находится в Анталии. Именно здесь, в районе Каньялты. Потому что Анталия это тоже, она делится на район Лара, центр Анталии, Каньялты. Это подход. Да, вот это ты можешь сказать. Но для меня это очень важно, потому что мы были как туристы в районе Лара. Там шикарные пятизвездочные отели. Ну, действительно очень здорово. Но только на территории отеля. Это еще лет 20 назад. Да, и когда ты выходишь за территорию отеля, ты, видишь не очень приятные глазу картины. Это именно туристическая зона. И нам пытались И сказать, в что это нашем Турция. понятии было, вот это настоящая Турция. Но фактически мы узнали Турцию в 2007 году, когда сюда, в район Каньялты, нас пригласили свои друзья в свою квартиру. Это, вы знаете, это просто небо и земля. То, что туристическая Анталия, и Анталия, там, где живут богатые турки. Турецкая. Да, и, в общем-то, иностранцы. Это район Каньялты, попав сюда, мы Турцию совсем по-другому стали ощущать, друзьям совсем попали в тот по-другому начали смотреть на Турцию. И это касается не только жилья, допустим, да, вот о чем мы сейчас говорим, это касается именно пляжей. И вот тогда мы влюбились в Турцию. Да. И попав сюда в 2007 году к своим друзьям, вы знаете, первое было ощущение, во-первых, растерянность. Мы не ожидали увидеть такую Турцию. Потому что, когда мы еще в 2000-м здесь были, мы решили, что Турция – это не наша страна. Это не то место отдыха, где бы мы хотели быть. Но вот, как показала практика, это было ошибочно. Мы объездили очень много. Но в 2007 попав сюда к нашим друзьям в район Каньялты, мы были поражены. Это другая Турция, это абсолютно другая Турция. Нужно здесь побыть, чтобы ощутить вот всю эту прелесть. Да. Спасибо. Сейчас мы и к этому тоже вернемся. Вы сразу затронули, вот прям как чувствовали, 3 вопроса, которые задают мне подписчики. Следующий вопрос. Как и почему вы выбрали ту или иную фирму? Потому что здесь очень много, я столкнулся с этим, фирм, которые занимаются арендой, продажей, там, краткосрочной, долгосрочной, и у них не очень хорошая слава, многие этого боятся. Как вы сталкивались с такой проблемой? Кто-то вас обманывал или вы сразу нашли кого-то? Вот расскажите, пожалуйста, про это. Да. Как вы нашли фирму? Да, спасибо за вопрос. Он действительно очень важный. Наверное, для подписчиков, для ваших, он, наверное, один из самых важных. Но перед тем, как на него отвечать, наверное, нужно сначала понять логику. То есть мы приезжали отдыхать вначале, давно. А тут нужно было принять решение о приобретении недвижимости. То есть и вот здесь, наверное, любой человек, он начнет мучиться, как и мы тоже, как же выбрать, у кого купить эту квартиру. Чтобы тебя не обманули, не кинули. Увидев у наших знакомых красивую недвижимость, шикарную, мы захотели тоже такую же иметь. Соответственно, они не могли нам подсказать, у кого приобрести. Соответственно, мы начали поиски. И вот тут мы начали... Ну а почему они не смогли? Потому что они покупали уже давно, и они уже отошли от этого вопроса, и у нас получился вопрос очень острый. Купить-то купить, а купить у кого? У кого? А соответственно, когда мир слухами полный, то есть мы слышали о том, что очень много кидалово, это абсолютно точно. Много здесь нечистоплотных компаний, можно обжечься на этом, соответственно, надо было делать выбор. Для этого мы делали очень долгий поиск. Сначала в интернете слухи, то есть информация какая-то в электронном виде. Сарафанное радио, сарафанные отзывы по разным компаниям. И, соответственно, мы, когда делали поиск этих компаний, мы
общались, наверное, со всеми компаниями, которые занимаются риэлторской деятельностью в Анталии. Ну, компания Ну, с многими. 12-12 это Ничего точно себе, мы обошли. серьезно вы подошли То есть, системно к вопросу. видимо, вот занудность моего мужа, он врач, он ко всему подходит очень-очень так это... Да. Да. И он, естественно, были сомнения. Естественно, были сомнения. Почему? Потому что действительно очень много однодневок. И на лбу у каждого не написано. Да, понимаю. Ну, глаза читают. Глаза читают. Да, турецкий менталитет и русский менталитет абсолютно разный. Мы привыкли смотреть в глаза, бить по рукам, говорить окей, но 50 на 50, может быть, тебя не обманут. В Турции, ну, здесь немножко не так. Здесь тебе все улыбаются, без исключения, все твои друзья, И смотрят на твой кошелек. И смотрят на твой кошелек, но при этом обдурить, ну, не хочу обижать турок. Почему? Потому что среди них очень много порядочных людей, а в любой нации есть и не очень порядочные люди, порядочные. Это но бизнес. Бизнес по-турецки немножечко не сходится с русским. Говорят многие, что русские обманывают. Нет, я думаю, что в Турции не меньше обманывают, чем у нас в России. Нет, каждый ведет бизнес по-своему. Соответственно, нам надо было найти именно ту компанию, которая бы нам предоставила не только то, что мы хотим, но предоставила бы в честном виде, чтобы это была честная, хорошая, прозрачная сделка. И нам еще важно было, как же потом, когда мы уже Нет, привыкли. тут еще, смотри, очень важный момент, на что мы обращали внимание. Даже если это честная, замечательная компания, которая выполняет свои обязанности, то есть они предложили недвижимость, тебе понравилось, они оформили, даже если все правильно, ошибки здесь бывают, вот, не всегда, ну как, попадая в чужую страну, ты, естественно, тебе очень много вопросов возникает. То есть сразу приехал и живешь, так не бывает. Почему? Потому что все равно возникают и языковой барьер, и местные традиции, и тебе нужны на твои вопросы тебе нужны ответы. Да, я понимаю, но вы откроете интригу. Вы нашли такую компанию или нет? Что... Нашли, но мы так долго к этому шли. Вы понимаете как? Некоторые компании от и до свидания, и мы тебя забыли. Нам такая компания уже не подходила изначально. Нам нужна была компания, которая нам продала бы. Хорошая база была, правильно оформленные документы. Это очень важно. И не бросала нас потом на произвол судьбы. Окей, ответ вот простой. это мы тоже. В поисках мы нашли толеранс. Но потом, наверное, мы все же расскажем, почему это произошло, да? Именно толеранс. Очень интересно. Потому что компаний было много, компании были интересные, у всех большие базы недвижимости. Просмотрели мы, чтобы выйти на нашу квартиру, ну, квартир, наверное, 40 точно. Не меньше, если не больше мы просмотрели. Ого, да, серьезно. Да, то есть мы очень долго к этому шли. Но просмотрев квартиры и уже хоть как-то определившись, мы уже начали смотреть на нюансы компаний, какие они предоставляют услуги. Кроме того, что вот они нам продали, это как бы это уже один вопрос. Но возникало сразу уже и другие вопросы. И на эти мелочи мы тоже стали обращать внимание. В дальнейшем, вот когда выбирали. Безусловно, каждый ищет себе квартиру по своему кошельку, по своим возможностям. Для нас, безусловно, это была очень дорогая на тот момент квартира. И Мы тут тоже... вообще не А сколько, если не секрет, вам обошлась? Ну, вы знаете как, мы, как и многие, вот, допустим, наши друзья русские, имея квартиру в России, да, хорошую квартиру, ты ищешь дачу. Ну, дача не всегда бывает рядом с домом, и приходится до дачи иногда ехать 1,5-2 часа. А еще дача бывает в Анталии. А еще дача бывает в Однако это мы Анталии. видим. То есть летим 3 часа, то есть и попадаешь уже на дачу, только дача с морем. Да. И, естественно, мы не искали какую-то большую квартиру. Для нас понятие 2+1 это был шикарный вариант. То есть что такое 2+1? Это трехкомнатная квартира, где 2 спальни, большой зал и маленькая кухня, которая, ну, собственно, в зале находится. Вот по-турецки называется 2+1. То есть, если на русский переводить, это трехкомнатная квартира с кухней и столовой. То есть
так сказать. И, собственно, мы такой вариант и искали. Почему? То есть многие строят дома, тратят полжизни на то, чтобы дачу построить. Сначала купили то, потом денег купили это. И вот к склону лет получается дом, всеми силами построили и выезжают туда на такое же время, в принципе, как и вы сюда. Да, так, а тут раз один купили и можете уже, я правильно понимаю логику, да? Принятое решение. Почему 2+1? Как мы рассуждали? Одна спальня нам, одна спальня нашим детям и общая комната с телевизором из кухни, и все это здорово, и главное балкончик, чтобы вечерами пить чай или кофе. Но я хотел бы вернуться к тому, как вы выбрали фирму себе. Вот вы говорите «Толеранс». Мне интересно, что явилось самым главным фактором, который привел вас именно к этой фирме. Может, насколько я понимаю, я видел рекламу этой фирмы, ей сейчас, по-моему, 15 лет они на рынке. Если 9 лет назад, то, соответственно, они были тогда там 6 лет на рынке. Вот. То есть вы через знакомых узнавали, как они работают? Да. Вы знаете, мы у многих знакомых слышали про толеранс, пока мы делали выбор, потом пришли к толерансу. Так вот, понятно, что когда человек имеет какой-то запас денег в кошельке, он, соответственно, рассчитывает на них, то есть нужно некое соотношение цена-качество при выборе объекта. Плюс, то есть кто тебе продаст. То есть, опять-таки, возвращаясь к тому вопросу, который мы обсудили, нужна та компания, которой ты будешь потом доверять. Купив эту недвижимость, она тебя не обманет, раз. Соответственно, нужно прийти к ней. И потом еще важно для нас была не только надежность, но и как бы поддержка. Правильно Лариса сказала, что эта страна для нас как бы, это не Россия, это все же мусульманская страна. И что дальше? Ты приобретешь недвижимость или дачу, допустим, неважно, как ты ее назовешь, хотя это очень серьезный объект, она может превратиться в полноценную квартиру, какая же дача, это мы, конечно, шутим. Но, а как дальше? Вот год, два, три, мы уже здесь 10 лет живем, и вот как бы мы видим, что выбор-то у нас был правильный. Поправьте, если я ошибаюсь. Сейчас, 2017 год, я сам столкнулся с тем, что очень легко сделать документы в соответствии с действующим турецким законодательством. Это и вид на жительство по-турецки, икамет, и все остальное. 10 лет назад, опять-таки, я готовился к сегодняшней передаче и интересовался, что гораздо все было сложнее. Поправьте, если я ошибаюсь. Вы правы. И если нет, тогда скажите, какие потребовались документы, сколько это обошлось денег, и кто вам в этом помогал, потому что сейчас я смотрю огромное количество фирм, которые пишут там, сделаем вид на жительство, оформим недвижимость и так далее. Прям в глазах пестрят от всех этих надписей. Как было в вашем случае? И опять-таки с тем, чтобы можно было посоветовать моим зрителям воспользоваться вашим опытом. Вы знаете, мы не знаем, как сейчас это происходит, но мы слышали тоже не только от вас, что сейчас это происходит гораздо проще. 10 лет назад мы тоже не ощутили, что это было сложно. Почему? Опять же, по той причине, что нас поддерживал толеранс. Сергей. Здесь настолько Сергей, было, конечно, умничка. настолько было просто и по-дружески, что любой технический вопрос, который возникал в плане оформления квартиры, оформления каких-то документов, быстро и легко. он решался буквально за секунду. То есть директор Сергей Волченков, да, то есть он как бы говорил, что, ребята, вот через час машина к вам подъезжает, и вы едете в ту контору, которая вам помогает оформлять этот документ. Вот, Нас сопровождали везде. Те сложные вопросы, о которых вы говорите, везде. мы, наверное, не сильно-то и почувствовали. Хотя и было очень толерансу. сложно, говорили, что мы, когда уже даже купили квартиру, и встречаясь на пляже с другими такими же россиянами, там и это сама с Украины очень много людей здесь, с Белоруссии, они говорили об обмане, об сложностях, они нам столько страстей рассказывали. Мы это вообще на себе не ощутили. То есть мы все-таки долго выбирали, но у нас технических сложностей вообще никаких не было. То есть мы предоставили паспорта, мы предоставили свои данные, но у нас вообще ситуация оказалась очень сложной. Это мы сейчас уже понимаем. Тогда мы этого даже не осознавали. Объясню почему. То есть мало того, что, как говорится, по щелчку нас везде провезли, мы все оформили и думали, какие мы умные. На самом деле, как мы были дубы в этом вопросе, так и остались. За нас все решали толеранс. Хорошо. Они нас просто вот как бы, знаете, вот взяли вот так вот в свои руки, как бы, и мы плыли по течению, так плавно, и было хорошо, без напряга, все классно. Как родители детей своих играют. Да. И опять-таки, еще вот хотела что сказать. Другие компании, каждый пытается тебя развести на большую сумму, что очень понравилось.
Здесь никто нас не разводил. Сколько денег понадобилось для того, чтобы оформить, вот по памяти, вот ваш простановляющий документ с высоты прожитых лет в Турции, хотелось бы узнать, где тут подвох в вашем отношении с этой компанией «Толеранс». Окей, Назар, здесь хороший вопрос, потому что действительно мы повторим то, что сказали, но мы не конкретизировали, потому что мы же сказали, что в зависимости от кошелька ты выбираешь объект. А квартира для нас была действительно очень большая и очень дорогая. Соответственно, мы взяли ипотеку. Причем мы пришли к этому опять с помощью сами. толеранса. То есть вы часть денег заплатили свои, вам не хватало, и вы взяли еще часть при помощи толеранса, плюс да? 1. А в результате мы взяли дуплекс, это 4 плюс 1. То есть они вам и в этом помогли. И в этом помогли. И- Мы не ожидали и не рассчитывали, собственно. И те накладные расходы, которые фактически мы платили за оформление каких-то справок или бумаг, они просто копеечные. Где-то 50 лет, где-то 100 лет. Там. Вот это хочу знать. Да, это просто это недорого. очень невысоко. Это недорого. Это действительно Поэтому даже недорого. не стоит на этом заострять внимание, потому что если Нет, человек они хочет есть, купить, они есть, но они небольшие. Нет, они действительно То есть, небольшие. поправьте, если я ошибаюсь, что фирма «Толеранс» сделала как опцию, помогли в виде на жительство, помогли во взятии кредита, чтобы вы остались довольны от сделки. Ипотека, да, ипотека была очень выгодная и очень Но это очень дальновидно с их стороны. Почему? Молодцы. Да, потому что смотрели 2 плюс 1, но когда нам показали эту квартиру с видом огромным вторым балконом, в 24 квадрата у нас только балкон на втором этаже с видом это мы на еще горы. покажем. Очень хочу Да, посмотреть. ой, нет, уже отсюда мы уйти не могли. То есть мы в этом доме смотрели 2 плюс 1. Стандартную квартиру, замечательный дом, застройщик. Вообще база вот квартир у «Толеранса», надо отдать должное, по сравнению с другими, нет, у всех большая база, но у них качественные застройщики. Они это важно. работают с людьми, только с теми, кто строит качественные дома. Это очень важно, важно, да. здесь для Турции. Ну а как вы это поняли, Когда смотрели. Когда смотрели, дело в том, Ну вы же что не строитель. мы не строители, но отделку стен это понять можем. Назар, когда ты Кафель. посмотришь 10 квартир в одной компании, 10... Ну да, уже Ты уже не то, что строитель, Да. станешь, ну, в крайнем случае такие элементарные вещи понять можно. Если вот обратите внимание на качество лестницы, качество дверей, качество... Вот, вот за Это 10 лет, вот- как у вас с жильем, какие были проблемы за 10 лет проживания в этой Когда квартире? лет 5 назад в Анталии был какой-то кризис, катастрофа, какой-то типа в кризис, декабре, по-моему, насколько я помню, залило все дома, всю Анталию. Да, у нас балкон большой, который вы посмотрите потом, там была чаша полна воды, и, соответственно, немножко воды проникло в эту комнату на втором этаже. Но И здесь было все здесь решено. была помощь та же, Дело в та том, же, что да. когда мы оформляли ипотеку, мы на этом не заострили внимание. «Толеранс» оформил на нас страховку. Но, в принципе, это требует банк. Но на это мы не заострили внимание. Почему? Потому что там платеж не увеличивается. Прошу прощения, Это вы как бы не граждане благодарность. Турции? Нет, конечно. То есть я, владея информацией, хочу пояснить зрителям, что даже не граждане Турции имеют возможность именно под недвижимость взять ипотеку под очень низкий процент, ну, вот, при взносе своих денег. То есть, по-моему, там 30-40% вносит от стоимости, жилья, а всё остальное может банк. да. Потому что я сначала думал, в чем подвох? Подвоха нету, потому что банк берет гарантию недвижимости, все остаются довольны, и человек покупает ту недвижимость, которую хочет, так как сделали вот Игорь и Лариса. Да. Да. Так вот, страховку мы о ней даже не подозревали. Почему? Потому что это было все сделано автоматом. Дополнительные деньги почему-то не были сняты. Вот здесь тоже такой нюанс, во что мы даже не влазили. Но с чем мы столкнулись? Как работает эта страховка, когда Да, вот когда Вот мы это важно, увидели, да. это очень важно, когда мы увидели, что у нас второй этаж протек, Страховой из-за случай того, возник. что страховой случай, куда бежать, что делать, чужая страна. Ну да. Опять «Толеранс». По стереотипам, Хотя уже прошло 5 лет, как мы купили, они могли за нас забыть. по стереотипам Ну, тут российских нет, мер, нет. российских мер, мы Здесь знали, совсем что здесь по-другому. там бы решалось бы это очень сложно, и вряд ли мы могли очень быстро как бы компенсировать свои затраты по... Да, я тоже знаю. знаете, Там бы нашли бы просто- мелким шрифтом какой-то договор. Здесь на одного дня. грани фантастики. Мы пошли в «Толеранс», объяснили ситуацию. Они связались с банком, банк со страховой компанией. Буквально на На следующий следующий день пришли представитель страховой компании И и строительной банка. компании.
и строительной, все посмотрели, все Калькулировали. закалькулировали, но это заняло, ну, может, 30 минут максимум, 40. Через пару дней там А через пару дней начали ремонт. у нас уже был, начали ремонт, и причем, ну, там не сильно было, но тем не менее за 2 дня нам все восстановили. Класс. Слушайте, мы не подписывали никаких бумаг, это вот это фантастическое прямо, вот по сравнению с Россией, это фантастическая ситуация. Да во всех странах СНГ сейчас такое. То есть вот Да, это да. как раз уже не по слухам, а это Это вот то, пройденный что нами мы жизненный опыт. столкнулись. Окей, что еще было за эти 10 лет Да, проживания? еще очень важные вещи, то есть то, что вот мы описывали В каждом доме про есть. дружеские отношения к толерантности, я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано все же с человеческим фактором. Вот Да. в других компаниях, когда мы подходили, к нам директора сообщались, мы видели, что они, да, они улыбаются и смотрят опять-таки на твой кошелек, на твои возможности, получив как ты деньги, одет. а тебе забывают. Да, а здесь в толеранции мы увидели совсем какое-то другое отношение. Ну, то есть ненавязчивый сервис, назовем так. То есть тебе не пристают, тебе не хотят из тебя выжать деньги. Просто тебе показывают, с тобой общаются чисто человеческие, хорошие, дружеские отношения. И вот когда мы уже потом приобрели, мы действительно убедились, что это так. Вот касаясь того, что вы сказали сейчас, это действительно был еще один случай у нас. Но это уже касалось... Но это управляющая в каждом доме. В любом доме есть. Есть управляющая компания, которая, вот у нас, например, 2 бассейна, детский и взрослый. Это поддержание бассейна, поддержание территории, уборка территории, Хозяйственное, уборка бытовое, подъезда, административное. вынос мусора Который даже. подчиняется КПГ, Да. так называемый управляющий. Да, управляющая компания. И у нас сначала была управляющая компания строительная, которая строила этот комплекс. Потом они от этого отошли, пришла другая управляющая компания, и у нас с ними получился конфликт. Казалось бы, бытовой конфликт. Не у нас, это Ну, не у всех нас, жильцов. у жильцов получился конфликт. Казалось бы, ваш конфликт, вы и разбираетесь. Опять побежали в толеранс. Как палочка-выручалочка. Как палочка-выручалка. А куда пойдешь? Пойдешь в полицию, но они выслушают Это не их компетенция, тебя, очевидно. они выслушают турок, да, которые здесь местные, Опять которые же. смогут лучше объясниться, чем мы на родном языке. Нужна помощь. Кому поверить больше, тоже вопрос. Да. В этом случае. И опять не только мы, а вот жители русскоговорящие, это и Украина, и Беларусь, я же говорила здесь, именно русскоговорящие. Тут у нас и узбеки есть, и это, то есть весь СССР бывший. Все пошли в толеранс за помощью, и они нам помогли. Да? Они настолько нам помогли, что, вы знаете, вот даже иногда близкие друзья так не помогут. В общем, были грамотные юридические советы, то есть ребята опять-таки нас выручили. Да, да. И мы вот, когда был конфликт, у нас старшая дочь, у нее это 3 малышей. И мы не хотели оставлять здесь, в этом комплексе, потому что мы сами уезжали в Россию, а дочка с детьми оставалась. Так даже здесь они помогли, чтобы нам было комфортно, чтобы у нас не сложилось отрицательное о стране мнение, они переселили в свой дом, то есть который они ведут, они переселили всю нашу семью. Это зять и Вы говорите, 3 сказка и малышей. волшебство, но это так. Ничего себе. Да, это Ну, даже классно. по-честному разговор, да? По-честному, Скажите, пожалуйста, бесплатно. вам толеранс заплатил за то, что вы так про них рассказали? Для нас вообще-то ваш визит был неожиданностью. Потому что я, честно говоря, да, я хотел узнать про недвижимость, а тут прямо Нет, мы я попали тоже в начинаю тяжелую влюбляться в эту ситуацию, компанию. Понимаете, это вот чисто дружеская помощь, это никаких ни денег, ничего не было взято. То есть мы попали в тяжелую ситуацию, то есть уезжая из страны, у нас здесь оставались дети. Причем не связанное совершенно с недвижимостью. Ни с движимостью, ни с каким-то этим. Это была именно дружеская помощь. Ну, вообще, это дорого стоит, потому Это что дорого вот здесь стоит. огромное количество маленьких, побольше чуть-чуть побольше, чем вторые агентств недвижимости, которые, у них главный девиз, что мы ничего не отказываемся, мы сделаем все, что нужно клиенту. Обещают очень а на самом деле Только заплатить, да. Только заплатить. Вот я с этим сталкивался от многочисленных моих друзей и тех людей, которые смотрят мой канал, местные. Ну вот.
И придя к вам, я ожидал, честно говоря, не скрою, услышать какой-то негатив от тех-то, и потом услышать, как вы с достоинством справились с ситуацией. Вот. А потом здесь вы каждый большой, и все-таки, знаете, когда твою квартиру затапливает, это негатив, и не знаешь, чего делать, бежать в строительную. Ну, как вы рассказали, это действительно что-то схоже со сказкой, что вот что-то произошло, но есть друзья. Вот у нас в странах так поступают, ну, реально друзья. Вот. Да. Вы их клиенты, да? Да, Назар, здесь еще очень важно то, что вы правильно, наверное, не знаю, кто вам посоветовал узнать у нас мнение, хотя мы не знали о вашем визите ничего, но нам приятно. Это очень, на самом деле. Мы здесь живем почти 10 лет. Вы уже это сказали, мы повторимся, что и вот мнение от компании, которая вначале продала нам, за 10 лет не изменилось. Это мнение. Оно даже упрочилось. Наоборот. Да. Вот, то есть вот как мы с ними дружили, получается, в самом начале, как мнение позитивное было, такое же осталось до последнего момента. Окей. Ну, здесь не только, я говорю, тут именно приобрели друзей. В лице вот Сергея Волченкова, вы знаете, это вот как будто к своему родственнику сейчас обращаешься. Вот пройдя все это, то есть, я говорю, не все гладко бывает. Мы находимся за рубежом все-таки ну, да. для нас. Вот, ну, это просто... Сергей, спасибо вам большое. Вот, мне уже приятно, что мой визит оказался недаром. Позитивные эмоции – это очень хорошие эмоции, и сегодня я их получил сам лично. Скажите, пожалуйста, вот мне хотелось бы еще для моих зрителей узнать, что бы вы посоветовали первым делом, когда возникает мысль переехать сюда отдохнуть или пожить, первые действия перед тем, как сюда приехать? То, что муж вот уже говорил, как бы, да, мы уже за 50. Это, наверное, может быть, многих заинтересует более таких взрослых людей. Всегда думаешь, если ты пойдешь на пенсию, где бы ты хотел жить? Вот здесь с утра просыпаешься, солнышко тебе, как говорится, на постель с утра светит, и думаешь, боже мой, неужели это ты? И каждый день получается праздник. Вот с удовольствием просыпаешься, потому что все время солнце, ну, я уже не говорю за море, это само собой. Вам нравится здесь? Очень нравится. Вы знаете, нравится не только солнце, не только море, но и то, что... Почему дети здесь наши постоянно стараются каждый отпуск провести? Очень дешевые фрукты. Продукты. По сравнению с Россией это минимум в 2-3 раза дешевле. Минимум. То есть, вот, вы в Москве живете? Мы в Москве. Вот, допустим, мы сейчас месяц пробыли здесь в отпуску. Мы и посчитали. Были с нашими родственниками, то есть из Краснодара, да. Четвером. И мы сейчас как раз делали некую калькуляцию, во что нам обходится этот отпуск. Очень наверное, интересно. Будет Очень интересно, если можно. То есть, имея свою недвижимость. Игорь, подожди, вот я еще перебью. Дело в том, что его брат живет в Краснодаре со своей семьей. Тоже врачи, очень такие люди, много поездившие, посмотревшие и выросшие на море. Краснодар – это Краснодарский край, это Геленджик, это Сочи, это все наше, как говорится, Черноморское побережье. Но когда они попали сюда, к нам, уже в эту квартиру, и побывали именно в этом Конья-Алты, в районе, они тоже в Турции отдыхали когда-то, где-то. Слушайте, они сейчас с удовольствием едут именно сюда. Поэтому сентябрь обсуждается за год. Вот сейчас они, уехав, говорят, 18 можно ли? Это можно ли с вами сентябрь? Все-таки Черное море не Средиземное. Есть разница? Небо и земля. Нет, это небо и земля. Но, вот по поводу калькуляции, пожалуйста. По поводу калькуляции. Да, как раз вот мы посчитали все наши расходы, и получилось за месяц 68 тысяч у нас ушло на четверых, на 2 семьи. То есть это получается 1100 долларов. 1100 долларов на 4 человека. 550 долларов получается семья. На двоих. Вот мы отдохнули. Где еще можно так? Ну, плюс еще, значит, что еще сюда входит? Свет, вода. Ну, свет, вода, это плюс еще где-то 3000. Потому что свет, естественно, постоянно, это и посудомойка, кондиционеры. И кондиционеры, да, это без света никуда. Без ну, вы, в принципе, себе не отказывали там в электричестве там, или еще что-то. Это без экономии, так, как на отдыхе. Да. Отлично.
коли мы затронули денежную тему, у меня и такие есть вопросы, и они едва ли не самые важные. Сколько вам обошлась квартира тогда и сколько она стоит сейчас? Потому что многие еще рассматривают это в виде бизнеса. Классный вопрос. Почему? Потому что когда мы собирались 2+1 покупать, у нас бюджет был, мы рассчитывали на 40-50 тысяч евро. Сейчас недвижимость и тогда, и сейчас в основном считается в евро. И на эту сумму мы рассчитывали. Но когда, говорю, вот попали вот в такую ситуацию, увидев эту квартиру, уже отсюда мы уйти не смогли, она стоила 110 тысяч евро. Естественно, мы на них не рассчитывали, мы внесли... Сколько квадратов? Здесь 140 квадратов. Это дуплекс, 2 этажа, 140 квадратов. Да, с 2 балконами. С 2 балконами, 2 туалетами. Да, 2 ванными комнатами. На первом этаже душ, туалет. На втором этаже ванна и туалет. 2 балкона. Один где-то 8 метров балкон, а второй балкон у нас 24 квадрата. Один только балкон с видом на горы. Мы выбрали, можно было на море, но очень тут красиво мы выбрали с видом. И тогда это стоило 110 тысяч евро. Вы из них заплатили где-то 40, наверное? Да. 40 тысяч евро, остальное банк. Ипотека, да, на 7 лет. Сейчас мы с ней расплатились и свободными людьми. Поздравляю. Примите мои поздравления. Когда такой законченный цикл, это всегда может так радовать. Но дело в том, что в 2008 прошу прощения, сколько процентов было? Сколько процентов ипотека? Процент был где-то 7,5. 7,5. Нет, было 6. Было 6, а потом? Когда мы брали, как раз вот что я хотела сказать, кризис. 2008 год, кризис наступил, и вместо 6% 7,5%, то есть здесь тоже началась паника, кризис, и с нас взяли 7,5% уже годовых. Но дело в том, что пройдя кризис 2008 года, сейчас кризис 2014 года, в Москве все цены попадали на недвижимость. Здесь удивительная вещь происходит. Да, здесь тоже цены упали. Но тем не менее, сейчас наша квартира стоит 140 тысяч евро. Получается, что мы то есть, не получается потеряли, то, что вы а отдохнули, все еще и заработали. Да. Нормально, Да. нормально, так можно То есть, жить. если у нас очень сильно упала недвижимость, значит, есть куда падать. То здесь реальные цены. Здесь уже падать больше просто некуда. И поэтому здесь переплата небольшая идет. Именно со строительством, с их маржой. То есть цены очень-очень реальные. Спасибо. Здесь сейчас даже можно найти квартиру и за 50 тысяч евро, и там, не знаю, уже пределы, если на первой полосе. Это 1+1, без мебели 50 тысяч евро можно найти. По поводу мебели. Тут вообще вопрос как бы нереальный для, допустим, российского покупателя. То есть, да, диваны мы покупали, но кухонный, полностью кухня оборудованная, все ванны, все туалеты, все душевые кабины, это все уже есть в квартире. То есть ты не стены покупаешь, ты Вы потом покажете нам свои владения, да? Вы вот оборудованы полностью квартиру. Вы только можете купить себе телевизор, журнальный столик, кровать и диваны. Все остальное уже здесь есть. То есть ты застройщикам уже оговариваешь, какая у тебя вытяжка, какой бы ты хотел холодильник, какую посудомоечную машину, какую стиралку. А вы на каком этапе покупали? Прошу прощения, вот я момент упустил. Мы покупали на моменте вот только закладывания как бы фундамента. Ага. Но у этого застройщика... То есть было как можно еще дешевле. Да, и когда мы заключили договор на покупку, именно у этого застройщика мы смотрели другие Мы видели объекты. его объекты. И когда мы начали платить за деньги, уже был выстроен осток. Почему мы именно все-таки на этой квартире остановились? Мы по строительным лестницам, поднявшись наверх и увидев, какой будет у нас в будущем вид. Вы все Вот поняли. это, да, вот тут мы уже... Хорошая идея. Квартиру. Понимаете, здесь чем хорошо? Ты можешь увидеть у застройщика, который строит, допустим, даже на нулевом этапе, какое качество у тебя будет жилья. Он тебе покажет шоурум, где показано, какие будут двери, какие будут окна, какая будет плитка. Это все оговаривается, все делают под тебя любимого. Не было у вас опаски, что на каком-то этапе, как часто в наших странах бывает, там заклали фундамент, вы вывели 2 этажа, собрали денежки, и все, и пропали. Здесь сразу ты денежки не платишь. Вот в чем прелесть.
У нас как? Приходишь, давай деньги, а потом мы тебе построим. Да. Здесь не так. Мыльные пузыри. Здесь ты платишь поэтапно. Ага. То есть ты заплатил, изначально мы 2000 евро заплатили. Когда мы увидели, что наш дом растет уже до 4 этажа, тогда мы только сделали первую проплату 20 тысяч евро. Прошло 2 месяца, нам показали, что уже закрыли крышу и начались отделочные работы. Мы внесли Толеранс нас информировал по еще каждому этапу. 20 тысяч евро. И когда уже была готовность дома, только тогда банк начал платить застройщику все остальные деньги. То есть Система. только на момент уже мы в 2009 заселялись уже полностью сюда, а банк только собирался им оплачивать деньги. Про это понял. Сразу возник вопрос по поводу того, как вы выезжали. Поскольку дом строился, вы заранее знали, какая у вас будет планировка? Или в процессе строительства вы как что-то рихтовали? Говорили, что вот это мы хотим так, это не хотим так. Это очень здорово, что вы спросили. Почему? Потому что вот если вы сейчас вот покажете квартиру, значит, у них, допустим, на маленький балкон один выход, есть дверь. А нам захотелось, что когда мы будем пить чай вечером, допустим, это самое, чтобы у нас окошко еще выходило в зал и ближе к кухне. То есть я угадал, вы внесли изменения. Никогда в России тебе не Да, вот такого нету, да, окна, да. Здесь там, без где проблем. тебе Да. хочется, это без проблем. А потому что разные системы строительства. У нас идут блочные, очень много несущих стен. Здесь за счет конструкции строительства, то, что там заливает монолит, там только вот эти столбцы, остальное все рихтуется. Это я просто сталкивался с тем, что мне вот друзья тоже говорили, вот мы вот выбираем, вот как посмотришь, так или так, подожди, как это? Там же есть проект, там все утвердили. Такой, нет, нам сказали, что можно рихтовать. Вот я вот у вас хотел спросить, так это, да? Да, это Красота. реально так. Без То есть, проблем. а у нас вообще 2 окна получилось. Нам еще из зала захотелось на кухню окно прорубить. И это нам сделали. Лестница на 2-й этаж, она была более короткая, более крутая. Нам это не понравилось. Мы попросили нам сделать более пологую, потому что у нас дети. И все на это. здесь нам И это без дополнительных оплат было? Без дополнительной оплаты. Мало того, я же говорю, что когда мы даже кухню выбирали, гарнитур, нет, вот есть стандартный, что бы вы еще хотели? А вот мы хотели бы еще это, за это надо заплатить. А мы не хотим платить. А почему? А потому что это вы все ставите в стандартную квартиру, а у нас дуплекс. Значит, давайте нам дополнительные индерим, скидки. Так вы нормально отручанились быстренько. Нет, это нам подсказал тот же толеранс. Ага. Вы же, говорится, застройщики, Да, да, да. договариваетесь, Да, не да. тупо, вот вам сказали, и вы, да, соглашайтесь. Вы с ними разговариваете, обсуждаете, все обсуждаемо. И это Ну, то есть действительно подсказки так. шли по каждому. По каждому этапу мы получали классную консультацию, которая нам, вот я говорю, что есть стандартная кухня, у нас большая кухня, как в дуплексе, они это поставили за свой счет. Но оказалось, что поторговавшись и договорившись, как нам подсказали правильно сделать, мы еще выторговали себе и этот самый посудомойку, и большой, вот вы зайдете, посмотрите, большой, огромный. Да, очень хочу, уже не терпится. Очень уже не терпится все это посмотреть. Это вот как раз обсуждаемо у застройщика, да. Приятно, радостно слышу. Действительно, в который раз говорю, что как в сказке. Ну да, действительно, потому что у меня многие друзья работают в строительном бизнесе в России. Ну, вот. этого нет. И я знаю не понаслышке, что у них свои проблемы, они по ту сторону баррикад, они стоят, но они, к сожалению, не могут дать такой сервис по разным причинам. У нас бюрократия. Да. А здесь она тоже есть. Вот, но кстати, расскажите, какая она тут? понимаете, как более гибкая. Они все делают для людей. Вот иногда даже обидно. Что, они взятки не берут? Нет, может быть, они и берут взятки. Мы этого не знаем, мы с этим не сталкивались. Это надо у толеранса спросить, потому что они давали взятки за нас, чтобы у нас все так гладко было. Может быть, а может быть и нет, да? А может быть и нет, да, мы этого не знаем, поэтому обсуждать это как бы не в наших... Но вы с этим не сталкивались, иначе Мы говоря. не сталкивались, вот в чем дело. И вы знаете, любой вопрос, он Хотел бы решается. увидеть иностранца у нас, который бы Не мог бы так сталкивается сказать, с проблемой. я не сталкивался с взятками в России. Ну, такова реальность. Да, назад просим прощения. На самом деле, мы действительно сегодня вылетаем, у нас через час такси,
А мы хотели еще вам экскурсию по дому показать. О, да, да. Тогда последний вопрос. Да, спасибо, что меня прервали, потому что у меня эйфория от услышанного. Тогда крайний вопрос в сегодняшней беседе. Может, вы уезжаете, но вы же вернетесь, как Карсон говорил. Вот. Поэтому я надеюсь с вами еще неоднократно увидеться и пообщаться. А сейчас крайний вопрос в этой дискуссии. Вы довольны тем, что вы приобрели недвижимость в Анталии? И, коли мы так долго говорили про друзей из Толеранса, ну и дружбы с компанией Толеранс. Очень. За 10 лет мы в этом ни на одну минуту не разочаровались. Действительно, и в том, что мы приобрели квартиру в Анталии, и то, что мы приобрели именно эту квартиру, то, что мы приобрели квартиру именно у Толеранса, ни на минуту мы не разочаровались, потому что мы им рассказали беседу, что были случаи, которые действительно подтвердили И правильность серьезно. нашего выбора. И могли вот эти случаи как бы нашу идиллию о Турции абсолютно развеять. И только вот благодаря Сергею это все так легко Это решалось. И мы также остались, как говорится, до щенячьего визга в восторге, приезжая сюда отдыхать. Понимаете, это правда. Хорошо. Это правда. Все, спасибо большое. Пожалуйста, Я очень хочу, чтобы вы не опоздали, чтобы потом вовремя к нам вернулись. Спасибо. Вот, а сейчас, с вашего позволения, я мельком пробегусь. Хорошо. Показывайте свои владения. Сейчас мы пройдемся по квартире. Мне очень интересно узнать, что почем, ну, вот, и главное, как тут живется. Итак, с вашего позволения, давайте начнем вот отсюда и дальше показывать. Смотрите, это наша ванна. Это ванна. Да, это первый этаж. Первый этаж. Я так понимаю, что здесь две ванны. Вот, идем. Так, Как бы все понятно. беспорядок. Ага. Здесь мы, конечно же, собираемся. Тут чемоданы обещаны. Ага, да. Сборы. Вот вижу. Хлопоты. Все. Спасибо, вы, что Так, допустили. специально неожиданный приход, Лен. Спасибо. Да. Так. Здесь, простите, Кухня. я дожариваю, Да. досыпаю. Я тут по своим делам. Я хочу показать вид. О, я представляю, какой со второго этажа вид. Это вот там вот мы сидели. Мы там сидели, Здесь у нас разговаривали. открывается. И О, ну-ка разрешите-ка. Я вот везде вижу вот эти вот спиннеры, и они у вас есть. дети, Дети, да? дети. Я понял. И вот через это окошко передается блюдо. Блюдо, ага. Окей. Все предусмотрено сразу вот так вот. Раз. да, как раз этот большой холодильник. Ага. Siemens. Вот здесь мы вели интервью. Вот здесь вот так вот это все выглядит, кондиционер. Так. Вот здесь вот такой... Как, А здесь у нас что? детская. Здесь детская. Да, здесь у нас две кроватки становятся, а в стандартной квартире это кухня. И то, что вот мы говорили, второе окно дополнительное здесь. Идем Маленький смотреть. балкончик. Идем смотреть маленький балкончик. Так, секунду. Ага. Открываются такие жалюзи, такого почти везде, чтобы от жалюзи солнца. обязательно. Да, чтобы не поступала Как, квартира. кстати, жалюзи тоже строить. Вот. Здравствуй, маленький балкончик. Вот. Здесь мы сейчас все высушиваем. Высушим, то есть все по-честному, без обмана. Вот. Вот там это ваш бассейн, да? И да, два бассейна Вот так вот. у нас, детские, взрослые. Вечером часто собираемся в беседке. Очень удобно, что большая стоянка. Это И каждый ваша может территория, то есть вы позволить можете... себе, Да, кстати, каждый стоянка не везде есть. И горы такие. Вот. Красота. Ну, наверное, это лучше со второго этажа Ага. посмотреть. Вот горячая вода, у вас тут такой большой бойлер, есть на все место. Окей. Так, Игорь, идемте дальше, показывайте свои владения. Так, наверх. идем наверх. Очень мило, со вкусом. Родственники жили на втором этаже нашей бара. Можно, да? Да, конечно, заходите. Так. О, большая. Метров сколько? 16? Ну, это где-то 16. 16. Да, и тут второй балкон. А, вот этот легендарный балкон, 24 квадратных метра. О, понимаю. Понимаю теперь, про что вы говорили. Да, красота. Да, Такое увидишь. да. В районе Лара этого нет. Там, где отели, вот эти туристическая зона. Здесь, конечно, Кони-Алты – это чудесное место, это просто волшебная сказка. Да, вот здесь я, пожалуй, еще пару секунд постою, чтобы мои зрители в полной мере ощутили, чем же все-таки отличается дача под Смоленском от дачи в Анталии, если можно так выразиться. Так, спасибо, идемте дальше. Вот здесь, кстати, можно... Чаек, кофеек вечером. Чаек, кофеек. На звезды. Так, дайте посмотрю, как на звезды здесь. Сейчас на солнце только. Да. И я готов и на солнце смотреть. Отлично. Так, хорошо. Идем дальше. И заходим в еще одну
комнату. Вот. Да, здесь живет. Здесь жили родственники. Мы после них освободили. Нормально выгляжу. Вот у меня причесочка, все. Кондиционеры. Так. Я не буду долго останавливаться на каждом это самое, чтобы наших друзей не задерживать. Так, вот ванна, все как говорили, душ, туалет. Очень хорошее качество изделия. Да. Хорошее качество. Вот смотрите. Раз, все работает. Ну, теперь я в полной мере ознакомлен с вашим жильем. Спасибо большое, что нашли время ответить на те вопросы, которые подготовили мои подписчики. Я думаю, что мы с вами делаем очень благое дело для того, чтобы люди не боялись приехать в Анталию и приобрести недвижимость или просто отдохнуть. Так что... Мы делимся своим опытом, Да. который, может быть, будет им полезен. А еще чайка турецкая. Вы знаете, я очень тороплюсь, потому что вы улетаете. Я никогда не пенею, кто тут должен лететь в Питер. Вот давайте пока вот так. Спасибо за понимание, да. Спасибо вам большое, счастливого вам пути, Спасибо. приятно было познакомиться. До свидания. Ну и я вместе со своими подписчиками желаю вам счастливой дорожки. Всего доброго. Всего хорошего, Всего до свидания. доброго. До свидания. Счастливой дороги, до свидания. Вот так вот, друзья, мы с большим удовольствием пообщались. Надеюсь, что ответил на все вопросы. Если появились еще вопросы, то не стесняйтесь, пишите. Ну а всех участников процесса, это и Игорь, и Лариса, и фирма «Толеранс», которая сегодня так много фигурировала в нашей дискуссии. Вот, благодарю за то, что поучаствовали в благом деле по разъяснению всех вопросов, связанных с недвижимостью. Вот буквально совсем недавно были вот там, последние 2 этажа, дуплекс так называемый, там живет Игорь с Ларисой. Мы как следует посмотрели все, вот, видели, какой был вид на горы, а сейчас мы смотрим на это все великолепие с площадки автомобильной стоянки. Вот здесь вот действительно много места для того, чтобы припарковать автомобиль. Есть беседочка такая и место для парковки велосипедных транспортных средств. Ну что, вот так вот умиротворенно вы слышите, как здесь тихо, спокойно и красиво. Спасибо вам большое за то, что уделили время перед отлетом. Вот. И вот здесь мы видим большой бассейн и, внимание, малый бассейн, где могут плескаться детишки. Очень симпатично. Вот, пожалуйста, такие заросли. Ну, мне очень понравилась встреча. Я думаю, что много полезного мы с вами узнали. Если приходят депеши, то вот здесь вот мы видим, есть место для почты, почтовые ящики. Я уверен, что здесь жить одно удовольствие. Так что спасибо Ларисе, спасибо Игорю, счастливого пути. Ну а я на сим прощаюсь.